Приятно собрать нацевую комбинацию и внести все фишки в банк, чтобы забрать стэк оппонента. Увы, в покере такое случается не так часто, как хотелось бы. В большинстве случаев мы можем лишь гадать, насколько наш расклад лучше или хуже, чем рука оппонента. А иногда приходится принимать поистине сложные решения. Самые трудные из них касаются выбора между колом и фолдом, когда соперник атакует нас ставкой или рейзом. Именно такие примеры мы рассмотрим в очередном выпуске рубрики «Call или пас». Пишите в комментариях, как бы вы поступили на месте героев. С вами Академия Покера. Подпишитесь на канал, чтобы первыми смотреть наши новые видео. Итак, первая раздача. Отправляемся в казино Hustler, где почти непрерывно проходят соревнования на средних и высоких ставках. Игра проходит с обязательным страдлом от ранней позиции, поэтому участники часто коллируют два больших блайнда вместо того, чтобы делать open raise. Так происходит и сейчас. Доктор Пи, Ник Эйрбол и Гастон уравнивают. Их позиции УТГ плюс 1 хайджек и баттон. Однако у Биг Майка карманные тузы на малом блайнде. Естественно, он объявляет рейс, чтобы собрать побольше value и избежать мультипота. Доктор Пи и Ник Эйрбол сразу отваливаются. А вот Гастон решает ответить с неизвестной нам рукой. Он на баттоне и будет в позиции на постфлопе, так что диапазон у него очень широкий. Выходит так называемая доска Коллера. Очень скоординированная низкая текстура, на которой у префлоп-рейзера вообще нет нацев в виде сетов и доперов, как и прямых стритов. Есть только стрит-дро с шестеркой и гадшоты с восьмеркой и тройкой. Зато у Коллера полный набор нацев, включая даже готовые стриты. Но на такой доске у него также огромное количество обязательных блефов, если в данный момент удалось зацепиться за борт каким-нибудь блокером. Биг Майк, похоже, хорошо подкован в теории. Он чекает и правильно делает, ведь на таких досках у префлоп-агрессора нет конт-бетов. А вот Гастон ставит, причем довольно плотно. У него очень много лидов на таких бордах, но размер ставки обычно используется поменьше. Собственно, у Биг Майка есть выбор – чек-колл или чек-рейз. Наверное, именно из-за большого сайзинга он выбирает пассивную линию – колл. Терн, ситуация становится еще хуже для префлоп-агрессора в целом и для карманных тузов в частности. Но все-таки это тузы, сильнейшая комбинация в покере и заодно один из топовых блеф-кетчеров почти в любой ситуации. Видимо, будем ловить блефы, решает Биг Майк и снова пропускает ход. И получает еще одну ставку размером почти в пот. Собственно, других опций у Гастона нет. Либо крупный бет, либо чек. Борд требует поляризации диапазона, чтобы к готовым нацам можно было добавить побольше блефов. И снова Биг Майк коллирует. Ну а куда деваться? Идем на ривер. Шестерка. Чек. Гастон снова ставит около 75% от пота. Итак, выбор. Колл или пас? Пишите в комментариях, что бы сделали вы на месте Биг Майка. Что ж, признаем, что доска для тузов просто ужасная. Гастону достаточно любой восьмерки для стрита. Количество коннекторов и гапперов он никак не уменьшает. И все же, как ни странно это выглядит, оптимальное решение все равно колл. Да, оптимальное, то есть рассчитанное солвером, который миллионы раз сыграл эту раздачу против самого себя. Но Биг Майк выбрасывает и сохраняет 23 тысячи долларов. Ведь на терне Гастон получил допер. Так что же, Биг Майк сыграл плохо? Ни в коем случае. Его соперник регуляр из Аргентины, но никак не солвер. Он не машина, чтобы в правильных долях напихать в спектры на всех улицах достаточно блефов. А значит, на ривере его диапазон сильно смещен в сторону value. И это не героический фолд, а вполне разумный пас. От нас совет. Если сталкиваетесь с похожей ситуацией, особенно на микролимитах, без жалости выбрасываете карманные оверпары на ривере. На этой улице умеют блефовать единицы. Так что после кола вы очень часто увидите нац или просто руку сильнее. Проверь свой уровень игры в покер. Получай новый контент раньше всех. Уникальные бонусы для покеристов. Все это в нашем телеграм-боте. Также ты сможешь записаться на пробное занятие в Академию Покера и достичь результатов, как наши ученики. Ссылка на бота уже в комментариях под видео. Остаемся в казино Hustler.
но меняем состав участников, а заодно и ставки. Они становятся в 2 раза больше. Итак, Сеньор Тильт калирует Страдл на баттоне с неизвестной рукой. Под таким псевдонимом играет известный функционер игровой индустрии и основатель крипторума Monkey Tilt Сэм Кики. На малом блайнде хан уравнивает с разномастными дамой и двойкой. Ужасное решение, но не в нем наш интерес в раздаче. На большом блайнде легенда покерного бума Антонио Эсфандиари, который решил развлечься, вернувшись за стол спустя почти 7 лет после окончания профессиональной игры. У волшебника такое прозвище Антонио получил за работу фокусником до покера. Одна масная туз-4. Хорошая рука. Рейс до $3000. Кики уравнивает. Опять же, он на баттоне и может себе позволить калировать очень широко. Хан со своим мусором отваливается. Не лучший борт для Эсфандиари. Он совсем не попал. Есть лишь потенциал на Runner флэш, но без бэкдорного флэш-дро его рука почти ничего не стоит. Он чекает. Сеньор Тильт ставит $4000. В его спектре есть все, что нужно для ставки. И топ-пары, и дро всех видов и оттенков, и готовые нации в виде сетов и доперов. Казалось бы, Антонио должен сдаться, но он зачем-то уравнивает без позиций. Терн. Видимо, волшебник что-то знал. Туз дает ему топ-пару. Правда, кикер не самый лучший. И это при том, что у соперника полный комплект доперов с тузом. И вдруг Эсфандиари ставит донк-бет. Ну что тут скажешь? Он никогда не был адептом ГТО, но столь нелепую игру он в лучшие годы себе не позволял. Похоже, он действительно просто развлекается, не слишком задумываясь о логике раздачи и оптимальных решениях. Кики калирует. Восьмерка одновременно закрывает флеши и стриты. Правда, последних через 6-4 и 9-6 не так уж и много, так как они могут быть только одномастными. Антонио чекает, не решая ставить в такой опасный борт. Собирается ловить блефы? А как тебе такое, Антонио Эсфандиари? Как бы говорит Кики, внося в банк фишки на $70000. Овербет в 2 раза. Чудовищный сайзинг. Итак, что же делать волшебнику? Пишите в комментариях. Кол или пас? Сначала немного теории, ну или немного занудства. Все максимально просто. Надо было фолдить еще на флопе. Тогда не пришлось бы теперь мучиться выбором. А если серьезно, хотя сам Антонио, похоже, не воспринимает ситуацию всерьез и заливается смехом, это очевиднейший фолд. Во-первых, соперник знает, что Эсфандиари тот еще телефон. Он может с невероятной жадностью собирать value. Во-вторых, какие такие блефы волшебник может придумать на линии Кики? Флеши закрылись, доперы и сеты остались, некоторые стриты закрылись. Возможно, какие-то двухсторонки с флопа 8-6 и, пожалуй, все? Так что же легенда покера собирается побить, когда объявляет кол? Да, он уравнивает и выигрывает. У сеньора Тильта ровно 8-6. Не закрывшийся стрит-дро. Отличная игра от Кики и ужасная от Эсфандиари. Только вот победу все равно отпраздновал Антонио. Что же, это покер. Плохие решения нередко завершаются удачей, а сильные — поражением. Снова казино Хаслер и снова сеньор Тильт, тот же Сэм Кики. Впрочем, раздачу начинает не он. На хайджеке Страдл с неизвестной рукой калирует Док Голливуд. Богатый любитель из Техаса. Собственно, это и так понятно по его роскошной шляпе. Калируют также Томер, Сеньор Тильт и Гастон. Образуется мультипод на 4 участника. На флопе Гастон попадает во вторую пару с бэкдором. Томер вообще промахивается, а Сеньор Тильт получает гадшот к колесу. Док Голливуд ставит $4000. Имеет право, в раздаче нет префлоп агрессора как такового. Вероятно, он имеет или изображает попадание в туза. Томер фолд, Кики кол, Гастон кол. Терн. Вместо стрита сеньор Тильт получает всего лишь третью пару пятерок. Но потенциал на стрит все еще сохраняется. Гастон чек. Голливуд бет $5000. Вероятно, у него таки есть туз. Техасец довольно прямолинейный любитель. Кики калирует. Пожалуй, верный ход. Если получится доехать в стрит или другую удачную комбинацию, слабый соперник вполне способен оплатить. То есть работают не прямые, а потенциальные шансы банка. Гастон покидает раздачу. Вот это да! Дилер выдает еще одну пятерку, обеспечивая сеньора Тильта трипсом. Против откровенного любителя это практически нац, верно?
Дог Голливуд ставит $30 тысяч. За спиной у него остаются 34 тысячи. А вот это подозрительно. Напомним, никто не ожидает от любителя изысканных блефов, а сайзинг он выбирает далеко не самый маленький. Повод задуматься. Итак, call или pass. Но добавим и третью опцию, ведь у нас трипс. Рейс. Пишите в комментариях ваш выбор. Естественно, по умолчанию мы должны рейзить на value. Слабый соперник запросто способен переоценить свои руки. У него в стеке уже не так много фишек, и он часто доставит их с любым совпадением по тузу. Кики рейзит, Дог Голливуд мгновенно уравнивает, и банк отправляется к последнему. У техасца туз 5, то есть full house. Выходит, сеньор Тильт ошибся? Нет, и еще раз нет. Он сыграл отлично, а попадание в кулер — это совершенно обыденная часть покера. Главное — играть по банкроллу, чтобы подобные ситуации не влияли ни на вероятность разорения, ни на психологическое состояние. Завершим наш выпуск эпичной раздачей, в которой был разыгран просто чудовищной величины банк. Сыграна она была в противостоянии в формате Heads Up, Sit and Go. Некогда популярный формат возродил финский любитель Осси Кетола, решивший бросить вызов топовым профессионалам. Одним из таковых оказался Алекс Фоксон, который согласился на несколько матчей с разными многомиллионными бай-инами. В нашей раздаче соперники заплатили за участие по $6 миллионов. У Оси пока преимущество. $500 000 он у соперника уже отобрал. Итак, Кетола на малом блайнде, который в хедс-апе также выполняет роль дилера. И в руку мы пока не знаем. Он рейзит до $150 тысяч. Как вам такой размер open рейза в чистом денежном выражении? У Алекса одномастные 8,6. Отличный гайпер для кола. На флопе флеш-дро для Фоксена. Он чекает. Возможно, в планах чек-рейз? Мы этого не узнаем. Оси чекает вдогонку. Да, это текстура агрессора, но в хедзапе далеко не все руки отправляются в конт-бет. Однако Кетола становится сильно капнут на сильные комбинации, если только он не слоуплеет готовый сет королей, например. Туз на терне закрывает флеш. Отличная ситуация для Фоксена. У Оси в диапазоне уйма тузов, с которыми тот должен платить. Ставка 250 тысяч. И Оси действительно калирует. Американец явно доволен происходящим. Король на ривере. По сути, для Алекса бланк. Радостно ставим $550 тысяч. И получаем чудовищный пуш, перекрывающий стек Алекса в $4,5 миллиона. Итак, call или pass? Пишите в комментарии. Давайте рассмотрим раздачу с точки зрения профессионала Алекса Фоксона. На флопе Оси чекнул в позиции. С чем таким он мог чекнуть, что к риверу превратилось в нац? Все флеш-дро он должен ставить на флопе. Карманные тузы он ставит на флопе. Сеты валетов и восьмерок он ставит на флопе. Топ-пары он защищает на флопе, в том числе туз-король. Доперы король-валет и король-8, крупная ставка на флопе. Приблизительно так должен рассуждать Алекс, профессионал, один из величайших игроков современности. Какой вывод? Кетола пытается репрезентовать строго одну комбинацию – каре королей, но может быть полторы. Добавим половинку за счет слоуплея валетов, хотя это глупая линия. Да ну, не может же быть, что ровно одна комбинация сложилась в одной из самых дорогих раздач в истории покера. Правда, Алекс? Он калирует в ответ на совершенно нелогичный рейс, не веря в то самое каре. И нет, там действительно не каре, там full house. Кетола чекнул в позиции на флопе допер. Ужасное, не поддающееся объяснению даже для откровенного фиша решение. Мощная комбинация на очень опасном борде никогда так не разыгрывается. Алекс просто не мог поверить, что Оси мог совершить настолько глупую и неуместную ошибку, которая в итоге привела Фина к выигрышу $6 миллионов. Таков покер. Умные и теоретически правильные действия не всегда завершаются победой в конкретной раздаче. Результат складывается на дистанции. Просто в офлайне, да еще в таком формате, как Heads Up, Sit and Go, набрать эту дистанцию очень сложно. Пишите в комментариях, результат скольких раздач вы смогли угадать и какие решения показались наиболее сложными. Подпишитесь на канал, чтобы знать, как разыгрывать подобные руки. И смотрите прошлый выпуск рубрики Call или Pass на канале. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Пока!